Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео будем делать вот такого замечательного весеннего гномика. Совсем скоро 8 марта, и он отлично подойдет в качестве подарка. И его основу я буду делать из пластиковой бутылки. У меня бутылка такой причудливой формы, и верхняя часть мне не понадобится. Для того, чтобы фигурка была устойчивая, ее нужно утяжелить. Можно насыпать песка или крупы. Ну или, как в моем случае, положить небольшой камушек. Кстати, уже когда был гном сделан, я решила, что его надо было бы приклеить. Потому что он как-то не очень приятно звенит, тарахтит в готовой игрушке. Ну и чтобы камень никуда не потерялся, не выпал, заклеиваю его крышечкой из картона. И из фольги формирую подобие круглой макушки. Чтобы более прочно закрепить фольгу и вообще, чтобы поверхность была более гладкой, оклеиваю ее сверху малярным скотчем. Ну и саму бутылочку хочется сделать пообъемнее. Для этого можно оклеить ее просто мягкой тканью или синтепоном. Нижний край ткани просто заворачиваю на дно. Вот поэтому, кстати, лучше выбирать именно такую бутылку с плоским дном. А лишнюю ткань вверху просто стягиваю как можно ближе к основе и подклеиваю узел, чтобы он не распустился. Для туловища я взяла трикотажную ткань очень красивой, такой весенней расцветки. У меня, к сожалению, совсем небольшой отрез этой ткани, так как это остаток от детской кофточки. Но ничего страшного, верхняя часть, где не хватило ткани, будет закрыта колпаком. Сверху я еще сделала выточки и подклеила их, чтобы не было никаких морщин. И как вы уже знаете, самый простой способ сделать бороду – это взять кусочек искусственного меха. Нужно аккуратно резать только основу, чтобы не повредить сам ворс. Нос также делается очень просто. Нужно скатать кусочек ваты в шарик и обтянуть телесными колготками. И чтобы вата не просвечивалась, я взяла 2 слоя. Давно лежал у меня этот лист желтого фетра, и наконец-то он дождался своего часа. Колпак, как всегда, я делаю без выкройки, просто прикладываю фетр к основе и обрезаю его по нужной форме. С изнаночной стороны проклеиваю шов термопистолетом. Тут главное дождаться полного застывания клея и только после этого выворачивать. Иначе шов разойдется и будет выглядеть совсем неаккуратно. Приклеиваю нос, оставляя все завязочки наверху. Их лучше не обрезать, иначе может пойти стрелка по капрону. Руки делаю из той же подкладочной ткани. Просто сворачиваю небольшой прямоугольник рулончиком. И к этому рулончику приклеиваю круг, подклеивая наверх. И для надежности еще фиксирую ниткой. Из точно такого же рулончика, только совсем маленького, приклеиваю большой палец.
Осталось только одеть руку в рукав того же цвета, что и одежда гнома. И из этой же белой мягкой ткани сделаю отворот, подогнув вовнутрь все края. И под этими манжетами спрячу место склейки с варежками. Приклеиваю верхнюю часть рук так, чтобы потом это место закрылось колпаком. Самую верхушку я неплотно набила синтепоном, чтобы колпак держал форму. И приклеиваю, слегка натягивая на основу. Ну вот уже гном полностью готов, осталось только его задекорировать. Так как гном у нас весенний, мне хочется украсить его цветами. Буду делать самые простые цветочки из фоамирана. Вырезаю каплеобразные лепестки и где-то до середины прокрашиваю их масляной пастелью. А теперь прокручиваю лепестки между пальцами. Таким образом я истончаю верхний край и растушевываю пастель. А для того, чтобы удобнее было формировать бутон, на флористическую проволоку можно приклеить шарик из фольги и оклеить его, располагая лепестки по спирали. Теперь нужно сделать чашелистик. Для этого листики надрезаю по краям, делая мелкие насечки, как на листьях розы. Слегка нагреваю на утюге, чтобы дать фоамирану немножечко подкрутиться. Скручиваю получившиеся цветы между собой и добавляю сахарные ягодки и тычинки подходящих цветов. Свободный край проволоки можно обмотать вокруг букета или отрезать кусачками. Когда-то еще делала такие самые простые цветы, тоже из фоамирана. Просто вырезала по шаблону пятилистного цветка и нагрела на утюге. Потом склеила по 3 таких заготовки между собой и украсила тычинками. Если хочется сделать букет более пышным, можно задекорировать его фатином. Для этого надо нарезать одинаковые квадраты, которые сложить уголочком и приклеивать с тыльной стороны.
Приклеиваю руку к туловищу и делаю сгиб в локте. Осталось только вклеить в руку букет. Я дополнительно фиксирую его булавками, так как он довольно тяжелый и только на клею держится плохо. Спасибо за просмотр, буду ждать ваших лайков, комментариев. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующем видео.